Всех приветствую на канале Вяжу с удовольствием. Сегодня представляю вашему вниманию первую часть мастер-класса вот по этому джемперу, который я вам показывала в прошлом видео. По многочисленным просьбам я записала первую часть МК по этому джемперу. Но единственное здесь но это то, что я начала второй джемпер из другой пряжи, другой толщины. Соответственно, на кокетке будет меньше рапортов, поскольку пряжа толще. Эта пряжа у меня Alize Lanagold 800, вот эта серенькая, в 100 граммах 800 метров. А эта пряжа у меня Gazal Baby Cotton. Так, здесь в 50 граммах 105 метров. Крючок у меня здесь 4. Там у меня крючок был меньше. Там у меня крючок номер 3, а для обвязки номер 2 и 7. Вот. Поэтому небольшие расхождения как бы будут. Здесь нужно будет, если у вас будет другая пряжа, то нужно будет вязать на один раппорт листочков в кокетке больше, как у меня вот здесь. У меня здесь вот этот первый листочек завершен, потом второй листочек завершен, и только, вернее, да, наполовину завершен второй листочек, и со второй половины вот этого листочка у меня идут шишечки. То есть как бы даже не на целый раппорт, а получается на пол раппорта в этой кокетке. Эта кокетка длиннее получается по рядам, но по высоте как бы эти кокетки одинаковые. Вот, так что имейте это в виду. И схема, исправленная в моем варианте, как бы будет в моей группе ВКонтакте и в моем Инстаграм. Но не знаю, конечно, насколько я смогу исправить ее так, чтобы вам было понятно. Ну, конечно, постараюсь. Вот. И для тех, у кого есть доступ к ВКонтакте, можно эту схему смотреть ВКонтакте. Для того, у кого нет доступа ВКонтакте, эта схема будет в Инстаграм. Там в публикациях листайте и смотрите. Вот. У меня вот на половину вот этой кокетки ушел один моток Газала, вот этого Baby Cotton. И второй моток у меня ушел вот на все вот это вот основное. Вот до сих пор вязание. То есть получается, что на этот джемпер белой пряжи понадобится гораздо, ну так, прилично больше. Здесь у меня ушло 190 грамм на этот джемпер. Почему начала из этой толстой пряжи? Я вяжу этот джемпер не себе, а человек, которому я вяжу, он не выносит колкость никакую, поэтому для него даже Lanagold 800 очень колючая пряжа, и никакого другого варианта, кроме Gazal Baby Cotton, у меня не было, поэтому я взяла именно его. Но все, принцип тот же самый, все, что нужно показать, я показала. Свяжите кокетку, свяжите и все остальное. Здесь вообще ничего такого сложного абсолютно нет. И те девочки, которые умеют читать схемы, спокойно свяжут этот джемпер без всяких видео МК, просто исходя из схемы. И если они вязали тем более регланы крючком, то вообще не составит никакого труда. Так, вот еще, наверное, измерение нужно, да, сделать. Хотя я в видео там по ходу говорю, но еще раз измерю. Вот от начала кокетки до вот этого конца ажурного ряда у меня получается 14 сантиметров. Так, ширина вот этой всей кокетки, так, 30, да, ну где-то 50-53 сантиметра, потому что здесь у меня сначала было 50, потом, когда я связала ряд столбиков, получилось 53 уже. Получается, вот ширина рукава, если вот так вот разложить, ну, грубо говоря, вот так разложить и измерить, то получается 19 сантиметров. В общем, какие мерки понадобятся нам? Обхват головы, ширина плеч и обхват груди.
Вот на эти мерки ориентируйтесь. Все нужно делать с примерками, без примерок здесь ничего не, как говорится, не вяжите, все обязательно примеряйте. Связали какую-то часть, примерили, связали, примерили. Все в видео я подробно рассказываю. Поэтому, девочки, смотрите видео внимательно, слушайте то, что я говорю, чтобы потом не было лишних вопросов и недопониманий у нас с вами. Ну, надеюсь, что я все вам понятно объяснила. Надеюсь, что все получится. Начинается вязание с цепочки из воздушных петель, чтобы легче всего распределить узор по раппортам, чтобы все, как говорится, было очень легко и просто. Просто свяжите цепочку подлиннее, не смыкая ее пока в круг. Вот. И теперь я предлагаю поступать следующим образом. Делаем 2 воздушные петли и начнем вязать середины раппорта согласно схеме. Вот. И будем в эту петлю вязать еще один столбик с одним накидом. Это будет как бы у нас середина первого раппорта. Теперь делаем воздушную петлю. Одну внизу пропускаем, следующую вяжем столбик с одним накидом. Первый, воздушная петля. Одну внизу пропускаем, следующую вяжем второй столбик с одним накидом. Воздушная петля. Накид, одну внизу пропускаем, следующую вяжем третий столбик с одним накидом. Воздушная петля, внизу пропускаем, следующую вяжем четвертый столбик с одним накидом, воздушная петля, внизу одну пропускаем, следующую вяжем пятый столбик с одним накидом, воздушная петля. Вот, следующий пропускаем, и вот в следующую уже петлю будем вязать 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Почему здесь вязали 2? Потому что это середина раппорта. Теперь воздушная петля, и снова повторяем вот эти вот элементы, 5 столбиков через одну воздушную. Внизу одну пропускаем. Так, внизу одну пропускаем, следующую вяжем 1, 2, воздушная, внизу пропускаем следующую, третий столбик, воздушная, внизу одну пропускаем, четвертый столбик, воздушная, внизу одну пропускаем, пятый столбик, воздушная, внизу одну пропускаем, и в эту петлю уже вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И вот мы будем чередовать таким образом наш узор до тех пор, пока у нас вот этих вот элементов по 3 столбика не будет количество четное. Должно именно быть четное число, чтобы поделить на спинку вперед и 2 рукава, чтобы у нас нигде лишний элемент не оставался. Это будет считаться первый, как бы средина вот этого элемента, но он будет первый, это второй, это третий. У меня помещается 6 на мой обхват головы с этой пряжей. С Alize Gold 800 у меня помещалось 8 этих элементов. В общем, все будет зависеть от вашей пряжи. Поэтому вы вяжите цепочку более длинную, распределяйте узор и мерите на свой обхват головы, какая вам нужна горловинка. Вот, у меня помещается 6 вот этих вот листочков, это у меня первый. Сейчас я довяжу до нужного количества этих моих раппортов, узоров, и я включусь снова. Так, вот таких элементов у меня уже по 3 столбика в одну петлю 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но у нас узор должен идти по кругу одинаково, поэтому мы еще здесь должны довязать 5 вот этих столбиков через одну воздушную петлю, в одну внизу пропуская. 1, 2, 3, 4, 5.
воздушная петля. И вот все. Я закончила свой ряд распределения по раппортам. Теперь я беру вот так вот, соединяю эти два кончика. Вот, соединила, да? Вот это середина раппорта. Здесь у меня 5 столбиков через одну. Здесь я делаю воздушную петлю, накид и перехожу. Вот прямо кладу вот так один конец на другой, протыкаю вот здесь петлю, где у меня выходят 2 столбика, и беру вот эту петельку, из которой у меня выходит вот этот последний столбик. Даже лучше следующую взять, чтобы здесь было уж совсем все по рисунку. Вот так, следующую, и из нее вынимаю столбик. Все, и как бы сомкнула я одновременно и в круг, и завершила ряд. Вот здесь у меня остается такой хвостик из цепочки. Я его просто в конце распущу, и все. То есть можно связать любую цепочку любой длины, лучше подлиннее. И когда вы будете вязать вот этот, распределять узор по раппортам, просто связали, например, 4 вот этих вот, когда помещается листочка, да, назовем так, 4 элемента, 3 столбика в одну петлю, примерили на свою голову. Связали там 6, примерили на свою голову. Главное, чтобы количество помещалось их четное. Но вот между ними вот эти вот элементы, которые по 5 столбиков через воздушную петлю, их должно быть нечетное количество. Вот, как бы вот он в круг сомкнулся, да, и узор идет по раппортам. Все у нас равномерно. Вот так. У меня нитки толстые, поэтому у меня хватает 6 вот этих элементов. А на тех нитках у меня было 8. Ну и все. Надеюсь, это понятно. Почему должно быть четное количество вот этих элементов, а вот этих должно быть нечетное. Все, сомкнули в круг, переходим к вязанию второго ряда. То есть здесь можно как бы не считать, не высчитывать количество петель, а просто вяжете цепочку длинную и делаете вот таким образом, чтобы не мучиться с расчетами с этими, с какими-то там. Ну, в принципе, если вы вяжете на кого-то, то, конечно, ориентироваться нужно будет по обхвату его головы. Ну, можно линеечкой прикладывать так вот. Надеюсь, понятно. Теперь переходим к вязанию второго ряда. Для этого я из серединной вот этой вот петли перехожу сюда, вот в крайний столбик, вот в этот вот, где у меня теперь будет начало ряда. Из него свяжу 2 воздушные петли и сюда же свяжу еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь сделаю воздушную петлю и накид на крючок. Вот эту клетку первую я пропускаю, вяжу во вторую клетку столбик с одним накидом. Воздушная петля. В следующую клетку я вяжу второй столбик с одним накидом. Воздушная петля. В следующую клетку я вяжу еще один столбик с одним накидом. Так, воздушная петля. В следующую клетку я вяжу еще один столбик с одним накидом. Воздушная петля. Получилось 4 столбика, между ними по воздушной петле. Накид. Сюда вот в первый столбик вот из этих 3 я свяжу 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли, накид. Здесь этот средний столбик я пропускаю, следующий я свяжу 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Так, вот.
Надеюсь, понятно, что вот в начале ряда это был вот этот первый, как бы последний вот этот элемент. Здесь не хватает вот сюда в средний столбик также 3 столбика и 2 воздушные петли. То есть в конце ряда нужно будет закончить сюда связать 3 столбика с накидом и 2 воздушные петли. А сейчас чередую этот же самый элемент, который уже был связан. Воздушная петля, вот эту клетку пропускаю, следующую вяжу столбик с накидом, воздушная. Следующую клетку столбик с накидом, воздушная, следующую клетку столбик с накидом, воздушная, следующую клетку столбик с накидом. Эта клеточка также остается у нас, воздушная петля, мы ее пропускаем и в первый столбик вот из 3 вяжем 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3 столбика, 2 воздушные, следующий столбик, этот средний пропускаем, вяжем 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3 и так далее до конца ряда мы весь этот ряд вяжем. Вот в этот первый столбик мы должны закончить в конце ряда 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и соединительная петля. Ну, я еще в конце ряда включусь и покажу. Так, вот я подошла к концу этого ряда. Вот он, первый этот столбик из 3 вот этих в одну петлю. Я провяжу также 3 столбика, 1, 2, 3. Сделаю 2 воздушные петли и соединительной петлей во вторую петлю подъема я закончу ряд. Все, второй ряд закончили. Переходим к вязанию третьего ряда. Снова делаем. Так, сейчас скажу. Нет, здесь ничего, никаких переходов не делаем. Делаем 2 воздушные петли подъема, накид, следующий столбик вяжем тоже столбик с одним накидом. А вот здесь вот я в том джемпере, в тонком, я вязала вот этот последний столбик вот здесь вот рельефным лицевым столбиком. Ну и здесь тоже также предлагаю связать, чтобы как бы свитера не сильно отличались. Так, воздушная петля. И сюда тоже вот эту клеточку первую пропускаем, следующую мы вяжем столбик с одним накидом, воздушная, следующую клеточку столбик с одним накидом, воздушная, следующую клеточку столбик с одним накидом, воздушная петля. Так, эта клетка пропускается, и вот теперь у нас снова крайний вот здесь столбик. Мы его тоже провяжем рельефным лицевым, то есть под него вставим крючок и провяжем обычным лицевым столбиком, вернее, столбиком с накидом. Получается вот такой рельефный выпуклый столбик. Следующие 2 столбика вяжем обычными столбиками с одним накидом, 1, 2. Так, теперь мы делаем 2 воздушные, накид на крючок, и сюда мы вяжем под эту арочку столбик с одним накидом, снова 2 воздушные, и уже вяжем вот эти 2 столбика, первый столбик с накидом, второй столбик с накидом обычный, а крайний столбик вяжем рельефным лицевым столбиком. Так, вот такой получается элемент. Теперь воздушная петля, эту вот клетку пропускаем, следующую вяжем столбик с одним накидом, воздушная, следующую клетку столбик с одним накидом, воздушная, следующую клетку столбик с одним накидом, воздушная. Вот эту вот клетку пропускаем, вот подходим к этому первому столбику, вяжем его рельефным лицевым. Следующий столбик вяжем обычным столбиком с одним накидом, 1, следующий тоже обычный столбик, 2 воздушные, под арочку столбик с одним накидом, 2 воздушные,
Следующий столбик провязываем обычным столбиком с одним накидом, следующий тоже обычным столбиком с одним накидом, а последний здесь вяжем рельефным лицевым. Так, снова такой элемент. И снова у нас 3 столбика через одну воздушную петлю будет. Воздушная, эту первую клетку пропускаем, здесь столбик с одним накидом, воздушная, следующую столбик с одним накидом, воздушная, следующую клетку столбик с одним накидом, воздушная, эту клеточку пропускаем, первый столбик вяжем рельефным лицевым столбиком, следующие 2 столбика по порядку просто обычными столбиками с одним накидом, 2 воздушные, под арочку столбик с одним накидом, 2 воздушные, накид, следующие 2 столбика вяжем по порядку обычными столбиками с одним накидом, 1, 2, и последний столбик вяжем рельефным лицевым столбиком. И так далее мы чередуем до конца ряда. В конце ряда у нас также точно должно быть рельефный лицевой, 2 обычных столбика, 2 воздушные, потом столбик с накидом, 2 воздушные и соединительная петля. Четвертый ряд узора. Вот, третий я закончила, 3 столбика, 2 воздушные, столбик, 2 воздушные и соединительная петелька сюда перешла. Теперь 2 воздушные, снова вот этот следующий столбик вяжу обычным столбиком, а здесь этот столбик крайний я вяжу рельефным лицевым столбиком. Так, теперь воздушная петля, эту клеточку первую пропускаю, следующую вяжу столбик с накидом, воздушная, следующую вяжу столбик с накидом, воздушная, эту пропускаю, здесь первый вяжу рельефный лицевой, так, рельефный лицевой, следующие 2 столбика обычными столбиками, 1, 2. Так, дальше получается 2 воздушные, накид, вот в этот средний столбик вяжем столбик с накидом, воздушная и сюда же столбик с накидом, 2 воздушные, и вот следующие столбики 2 по порядку вяжем обычными столбиками с одним накидом, 1, 2, следующий третий вяжем рельефным лицевым. Так, теперь воздушная петля, эту клеточку пропускаем, следующую вяжем столбик с накидом, воздушная, следующую клеточку столбик с накидом, так, столбик с накидом, воздушная, эту клетку пропускаем и снова первый рельефный лицевой, следующие 2 столбика вяжем по порядку обычными столбиками с одним накидом, 2 воздушные, накид, вот в этот средний столбик вяжем столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом, 2 воздушные, следующие 2 столбика по порядку обычными столбиками с одним накидом, последний рельефный лицевой. Так, вот получается чередование у нас этих элементов, то есть здесь количество столбиков у нас уже уменьшилось до 2, а здесь у нас расширение, видите, идет. Теперь снова воздушная, эту первую клетку пропускаем, следующий столбик с накидом, воздушная, следующий столбик с накидом, воздушная, эту клетку пропустили, следующую вяжем рельефный лицевой, следующие 2 по порядку столбики с одним накидом, 1, 2, 2 воздушные, накид, средний этот столбик вяжем столбик с накидом,
воздушная, сюда же столбик с накидом, 2 воздушные, следующие 2 столбика по порядку, первый, второй обычные столбики с одним накидом и рельефный лицевой столбик. И так дальше до конца ряда. В конце ряда довязываем необходимые элементы, которых не достает, и соединяемся вот здесь соединительной петелькой. Так, вот подошли к вязанию 5-го ряда, 2 воздушные петли подъема, накид, следующий столбик вяжем обычным столбиком с одним накидом, следующий, последний, вяжем рельефным лицевым столбиком. Воздушная петля, эту клеточку пропускаем, следующую вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, снова клетку пропускаем, подходим к рельефному лицевому, вяжем рельефный лицевой, следующие 2 обычные столбики с накидом, 1, 2 по порядку. Теперь 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, 4 воздушных, и вот в эту вот арочку из одной воздушной петли вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом сюда же, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. Далее вот так вот должен получаться этот элемент. 4 воздушные петли, 2, 3, 4, и довязываем вот этот вот наш листочек. Первый столбик с одним накидом, следующий столбик с одним накидом обычный и последний рельефный лицевой. Воздушная петля, эту клетку пропускаем, в середину столбик с накидом, воздушная петля, эту клетку пропускаем. Следующий у нас идет рельефный лицевой столбик, следующий столбик обычный, следующий столбик обычный. Теперь 4 воздушных, 1, 2, 3, 4, накид, вот сюда, вот в эту арочку, столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом. Такой элемент в серединку вот этой предыдущей арки. И 4 воздушные петли, 3, 4, и довязываем листочек. Так, первый столбик обычный с накидом, второй столбик обычный с накидом и рельефный лицевой. Так, вот уже что получается. То есть у нас здесь столбики вообще уменьшились, остался только один. Вот мы сейчас его свяжем. Воздушная петля, и вот сюда вот в эту последнюю клеточку столбик с накидом, воздушная петля, и снова переходим к вывязыванию листочков. И так дальше до конца ряда весь этот ряд. В конце ряда также точно добираем недостающие элементы. Соединяемся во второй воздушной петле подъема. Так, 6-й ряд, 2 воздушные петли подъема. Так, вот я где нахожусь, вот здесь, в крайнем листочке. Следующий вяжу столбик с одним накидом. Следующий вяжу рельефный лицевой столбик. И накид. Вот эти теперь мы все, обе клеточки мы пропускаем. Сразу же переходим в следующий рельефный лицевой столбик. И следующие 2 вяжем 1 и 2 столбика, вернее, по порядку, с одним накидом просто. Вот у нас получается такой треугольник завершенный, да? Следующие 4 воздушные петли. Так, 4 воздушные петли. Теперь накид. Вот в этот первый столбик мы вяжем 2 столбика в одну петлю, 2 столбика с одним накидом, 1, 2. Теперь вяжем 3 воздушные петли, накид, это все пропускаем, вот в этот крайний столбик вяжем 2 столбика в одну петлю.
Теперь 4 воздушные петли и переходим к нашему листику, к этому. Первые 2 столбика вяжем обычными столбиками с одним накидом. 1, 2. Следующий столбик у нас идет рельефный лицевой. Мы его вяжем просто. Накид. Это все пропускаем. Сразу же переходим в следующий рельефный лицевой. И следующие 2 столбика по порядку. 1, 2. Вот у нас закрылся треугольник, да, видите, где у нас были вот эти вот филейная сеточка, он закрылся. И теперь 4 воздушные петли подъема. Ой, 4 просто воздушные петли, не подъема. Накид на крючок. Вот в этот первый столбик вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь 3 воздушные петли. Накид. Следующий, вот это вот все пропускаем. Следующий, вернее, в последний столбик вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Первый столбик вяжем обычный. Второй столбик вяжем обычный. Третий у нас рельефный лицевой. И все так дальше до конца ряда мы делаем. Так, пришло время 7-го ряда. Вот теперь мне нужно соединительными столбиками перейти вот сюда вот в серединку. Я это буду делать не полностью прокалывая за обе полупетли, а вот в серединку буду вкалываться, чтобы не так было толсто здесь. И вот сюда в центр уже перехожу полностью под арочку и делаю 2 воздушные петли. Сюда я вяжу еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Так. И таким образом вот здесь в центре должно у нас быть всегда 3 столбика. Теперь 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Накид. И вот подходим вот к этим 2 столбикам с одним накидом. Будем вязать первый столбик рельефным лицевым. Сюда свяжем еще в серединку вот так между столбиками 1 простой столбик с одним накидом. И следующий столбик провяжем тоже рельефным лицевым. Так. Теперь 3 воздушные петли. И на следующем элементе то же самое. Первый вяжем рельефным лицевым столбиком. Между столбиками один обычный простой столбик с накидом. И следующий рельефный лицевой столбик. 4 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Вот, как бы раппорт связали. Теперь снова будем вязать вот эти вот элементы, начиная с 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Подходим первый рельефный лицевой столбик. Сюда же между столбиками 1 простой столбик с одним накидом. И следующий рельефный лицевой столбик. 3 воздушные петли. Дальше первый рельефный лицевой. Следующий еще один обычный столбик простой. И следующий рельефный лицевой. 4 воздушные петли. 2, 3, 4. И снова сюда в серединку 3 столбика с одним накидом обычные. 1, 2, 3. И так далее до конца ряда. В конце ряда у нас здесь должно быть 4 воздушные петли и соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Так, 8-й ряд узора. Поднимаемся снова на
2 воздушные петли, здесь средний столбик и следующий столбик. В том джемпере из Lana Gold 800 у меня вот этот столбик и вот этот столбик провязывался рельефными столбиками. Здесь я этого делать не буду, потому что здесь пряжа толстая, я хочу немножко сэкономить, чтобы у меня хватило. Если я буду тут все везде вязать рельефные лицевые, мне пряжи не хватит. Поэтому я здесь буду просто вот эту часть вязать просто обычные столбики, а листики буду вязать рельефными. Так, 3 столбика с накидом. Первый из них из 2 воздушных петель подъема. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид на крючок. Вот, подходим к листочкам. Первый рельефный лицевой вяжем. Далее здесь вот в средний столбик вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Следующий столбик вяжем рельефным лицевым. Так, 3 воздушные петли. И то же самое. К следующему листочку подходим. Рельефный лицевой столбик. Из одного столбика вывязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И следующий столбик рельефный лицевой. 4 воздушные петли. И вот эти вот 3 столбика провязываем просто. Я провязывала первый рельефный лицевой, средний обычный столбик и последний тоже рельефный лицевой. Вы можете провязывать. Я не буду сейчас, уже говорила. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Снова вот покажу еще один элемент листиков и отключусь. Рельефный лицевой столбик. Из одного столбика 3 столбика. 1, 2, 3. И следующий рельефный лицевой столбик. 3 воздушные петли. Следующий первый рельефный лицевой. Из одного столбика 3 столбика. 1, 2, 3. И снова рельефный лицевой. 4 воздушные петли. И снова просто 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Так, все до конца ряда чередования элементов вот так вот и пойдет. 9 ряд. 2 воздушные петли. Следующие 2 столбика по порядку. 1, 2. Итого 3. Так, теперь 2 воздушные, накид. Первый рельефный лицевой вяжем. Далее 1, 2, 3 столбика с одним накидом обыкновенных по порядку. Накид и последний рельефный лицевой столбик. Теперь 2 воздушные, накид. В серединку вот сюда вот в среднюю петлю вяжем столбик с накидом, воздушная. Сюда же возвращаемся, столбик с накидом, воздушная. Сюда же возвращаемся, столбик с накидом. 2 воздушные, накид. В первый рельефный вяжем рельефный лицевой. Далее по порядку 3 столбика с одним накидом обыкновенных. 1, 2, 3. Далее рельефный лицевой снова. Так. И снова 2 воздушных. И теперь вот эти вот 3 столбика, которые у нас идут по прямой. 1, 2 и 3. Вот раппорт узора связали. Еще покажу один раппорт, а потом отключусь. 2 воздушные, накид, рельефный лицевой,
3 столбика по порядку, 1, 2, 3, снова рельефный лицевой, 2 воздушные, накид, в серединку столбик с одним накидом, воздушная, сюда же столбик с одним накидом, 1 воздушная и сюда же столбик с одним накидом, 2 воздушные, накид, первый рельефный лицевой, 3 столбика по порядку, 1, 2, 3 и рельефный лицевой последний. Это листики мы связали. Листики, 2 воздушные и переходим опять вот к этим разделительным столбикам, которые у нас идут по порядку, 3 столбика. Так, вот еще один раппорт и так далее до конца ряда мы чередуем и вяжем. 10 ряд, 2 воздушные петли, снова 2 столбика по порядку, как бы те же самые эти 3 столбика с одним накидом мы провязываем, которые у нас идут по прямой. Далее 3 воздушные петли, накид. Теперь будем вот эти вот столбики здесь убавлять. Первый рельефный вяжем, но его не довязываем, пока оставляем на крючке 2 петли. Накид, следующий обычный столбик с накидом тоже не довязываем, и вот эти 3 петельки теперь вместе все провязываем. Далее столбик 1 с накидом вяжем целиком, накид, следующий столбик с одним накидом обыкновенный не довязываем, накид и следующий рельефный лицевой тоже сначала не довязываем, а потом все 3 петельки вместе провязываем. Вот у нас убавилось количество здесь столбиков на 2. Теперь 2 воздушные, накид, вот в этот первый столбик вяжем 2 столбика с одним накидом, 1, 2, так, потом 3 воздушные петли, накид, вот эту часть пропускаем, в последний столбик тоже 2 столбика с одним накидом, 1, 2. Так, теперь 2 воздушные петли, накид и то же самое, как в первом листике мы делали. Так, первый рельефный лицевой столбик мы не довязываем, пока 2 петельки на крючке, накид, следующий столбик обыкновенный без накида тоже пока не довязываем, теперь все 3 петельки вместе. Накид, средний столбик обыкновенный полностью провязываем, и снова у нас получается 2 столбика вместе. Первый, который обыкновенный, не довязываем, второй, который рельефный лицевой, тоже его не довязываем. Теперь все 3 петельки вместе провязываем. 3 воздушные петли и теперь 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Снова 3 воздушные петли. И снова вот это все будем вязать. Сейчас еще раз покажу, а дальше уже самостоятельно. Накид. Так, первый рельефный лицевой не довязываем. Следующий столбик обычный с накидом тоже не довязываем. Теперь все 3 петельки вместе. Накид. Следующий столбик полностью вяжем. Накид. Следующий обыкновенный столбик не довязываем. Следующий рельефный лицевой тоже не довязываем. И 3 петельки вместе. 2 воздушные. Накид, вот в этот первый столбик 2 столбика с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные, 1, 2, 3. Эти элементы пропускаем в последний столбик, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные и еще раз листик. Первый рельефный лицевой не довязываем, второй обыкновенный столбик тоже не довязываем, все 3 петельки вместе. Накид, следующий столбик полностью вяжем, накид, следующий столбик не довязываем, накид, рельефный лицевой не довязываем. 3 петли вместе, 3 воздушные петли и
3 столбика, которые у нас идут по прямой. 1, 2, 3. Так, вот еще раппорт я связала. Дальше до конца ряда чередуйте и вяжите до первых 2 воздушных петель подъема. 11 ряд сейчас будет вязаться не по схеме, поскольку я уже набрала практически нужную высоту моей кокетки. Я уже в этом ряду буду вывязывать ягодки. Вот. Но когда я изменю схему, я не знаю, и когда я повешу эту измененную уже фотографию, вы следите в моей группе ВКонтакте, в моем Инстаграм. А сейчас я просто покажу, как это вязать. И еще, если у вас другая пряжа и другая высота кокетки вам нужна, то нужно будет провязывать вам еще ряд листиков уже по схеме самостоятельно. Я в основной вам показала, как бы то же самое вяжется и вот эти вот листики вяжутся точно так же, как вот эти листики. У меня уже 14 практически сантиметров я получила, поэтому я буду уже сейчас вывязывать ягодки. Вот, поэтому это уже все, девочки, индивидуально. У каждого своя пряжа, у каждого своя высота кокетки. И нужно будет здесь все равно вам корректировать самостоятельно. Так, 2 воздушные. Далее 2 столбика по порядку. 1, 2. 3 воздушные петли. Накид. Первый рельефный лицевой провязываем не до конца, не довязываем. Накид. Следующий обычный столбик не довязываем до конца. Накид. Следующий рельефный столбик не довязываем до конца. Теперь 4 петельки все провязываем. 2 воздушные. Накид. Теперь вот эти вот 2 столбика вместе. 1, 2. Провязываю я в этом ряду. Я их вместе провязываю. Теперь воздушная петля, накид. Вот теперь 3 воздушные петли. Здесь я из каждой воздушной петельки свяжу узор попкорн. Не узор, а элемент попкорн. В первую петлю свяжу 5 столбиков с одним накидом, а потом сделаю элемент попкорн. 2, 3, 4, 5. Возвращаюсь в первый столбик крючком, петлю подхватываю и вытягиваю из этого первого столбика. Воздушная петля, накид, среднюю петельку то же самое, элемент попкорн. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаюсь в первый столбик, вот он, петельку протягиваю, воздушная петля, накид, и сюда же в последнюю петлю то же самое. 1, 2, 3, 4, 5. В первый столбик вот этой вот из этих 5 возвращаемся и петельку сюда вот протягиваем. Теперь воздушная петля, накид. Вот эти 2 столбика, которые у нас здесь, вяжутся с одной вершиной вместе, то есть один недовязанный, второй недовязанный, и вместе их провязываем. Вот такой элементик у нас получается. 2 воздушные, накид, и вяжем. Первый рельефный не довязываем, второй обычный не довязываем, третий рельефный не довязываем, и все вместе петли провязываем. Все, вот такой у нас элементик. 3 воздушные петли и вот эти вот 3 столбика, которые у нас здесь идут по прямой. 2, 3. Все. Вот у нас такой цветочек здесь получается. Повторяем так до конца ряда. Заканчиваем вот здесь вот, во второй воздушной петле подъема.
Так, 12 ряд узора, последний в моем случае. Вот здесь, по идее, должно быть 2 воздушные петли подъема, но у меня сейчас будет столбик, потому что я первый раппорт уже провязала. Вот так вот он выглядит. То есть у вас 2 воздушные петли, а у меня столбик. Как бы вот здесь вот мы вот в этом месте находимся, да? Так, у меня 3 столбика по порядку. 1, 2, 3, 4 воздушные. Накид. Вот сюда, где у нас был листик, мы вяжем столбик с одним накидом. Вершинку этого листика. Да что это такое-то? Ай, как нитки зацепляются. Так, 1 столбик. Потом 3 воздушные петли. Где вот этот маленький листик был, вот этот следующий, тоже сюда 1 столбик. Теперь 2 воздушные петли, накид. Вот сюда между вот этими 2 первыми попкорнами вяжем еще 1 попкорн. Прямо вот под арочку вкалываемся. 2, 3, 4, 5 столбиков. Возвращаемся в первый, петлю подхватываем и вытаскиваем. 2 воздушные, накид. Между следующими попкорнами вот так под арочку вкалываемся, тоже 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в первый столбик, петлю протаскиваем. 2 воздушные, накид. Вот где у нас был листик, вот этот после попкорнов, столбик с одним накидом сюда вяжем. Так, теперь 3 воздушные петли, накид. Где был большой листик, тоже сюда в центр вяжем 1 столбик с накидом и 4 воздушные петли. Далее 3 столбика с накидом, довязываем и раппорт завершен. Вяжем так до конца ряда, чередуя вот эти 3 столбика и вот эти элементы. 12 ряд свой я завершила. Вот так вот выглядит в итоге уже моя кокетка. Так, сейчас я измерю, сколько у меня от наборной цепочки до конечного уже результата. 15 сантиметров. Я сейчас еще свяжу один рядок столбиков с одним накидом, чтобы мне было просто удобно дальше работать. Вот, но это по желанию, вы можете этого и не делать, но я вот провяжу просто один ряд столбиков с одним накидом в каждую петлю. Вот где есть петля, вот воздушная петля, в нее столбик. Следующая воздушная петля, в нее тоже столбик. И так дальше до конца ряда мы провязываем в каждую петлю. Все. Моя кокетка завершена. Сейчас еще раз я измерю, какой у меня она высоты. От последнего ряда до наборного края у меня получается, если не растягивать, ну 14,5 вот так вот сантиметров. Какая будет у вас высота кокетки, это уже индивидуальная совершенно цифра. Лучше всего в идеале, конечно, найти табличку, на какой размер, какая должна быть линия реглана, ну, в общем, по длине. Такая табличка есть в интернете. Либо, если вы умеете снимать мерки, то сами измерите эту длину. И вообще элементарно просто можно примерить. У меня вот эта кокетка доходит до подмышек, до начала подмышек. И естественно, что ширина кокетки должна соответствовать ширине плеч ваших. Ну, в общем, все нужно мерить индивидуально. Все равно без примеров здесь ничего не связать. Даже если вы на кого-то вяжете, поэтому все равно постоянно примеривайте. Так, здесь ширину кокетки я не буду говорить. Хотя нет, наверное, скажу. Вот так вкратце прикину. 30 и
ну, где-то, грубо говоря, 20-50 сантиметров. Это если не растягивать. А так-то, в принципе, оно полотно очень эластичное и хорошо тянется. Ну и все, теперь можно приступать к делению на рукава, спинку и вперед. Сейчас я все покажу и на вывязывание ростка. Потому что без ростка этот джемпер сидеть будет не очень хорошо. Итак, вот сейчас я нахожусь вот здесь, вот в этом месте. Отсюда у меня росток и пойдет, потому что у меня деление происходит каким образом. Вот эти два центральных цветочка, ну как цветочки, не знаю, в общем, вот эти два центральные элемента, это у меня будет спинка, и эти два центральные элемента у меня будет вперед. Вот, я еще буду набирать здесь подрезы, поэтому у меня отсюда пойдут еще подрезы, вот отсюда, и за счет этого еще ширина увеличится у меня всей основной тушки, поэтому я оставляю такое небольшое расстояние. И еще нужно будет измерить ваш обхват груди, чтобы при наборе подрезов выйти на необходимую ширину вашей груди. Вот еще что нужно учитывать. Так, ну и вот, сейчас я начну увязывать росток. Сразу отсюда у меня здесь будет спинка, поскольку у меня вот эти вот петли подъема, чтобы были у меня сзади, а не спереди, поэтому я буду отсюда начинать. Вот перейду соединительными столбиками вот в этот вот центральный, последний вот этот столбик, который у нас отсюда вот так вот ушел. Вот я сюда перешла и тут остаюсь. И у меня вот на спинку получается вот такое расстояние. Вот отсюда и до сюда. Вот. То же самое будет и на рукавах. То есть вот эта дорожка — это начало спинки, вот этот столбик — начало спинки, этот столбик — это конец спинки. Вот сейчас я буду вязать росток от этого столбика до того. Прямыми и обратными рядами свяжу я 4-5 рядов. Вот просто вяжем обычными столбиками с накидом. Теперь уже мы будем вязать поворотными рядами все изделие, поскольку мы вяжем здесь росток поворотными рядами, чтобы у нас не отличалось одно от другого, поэтому все изделие будем дальше вязать поворотными рядами. Так, я сейчас вот провяжу до конца этот ряд и покажу, что здесь у меня получилось. Так, вот у меня получилось, что я провязала один рядок. Вот у меня получилось, вот эти обе дорожки у меня вошли в спинку. Почему так мало остается на рукава? Вот всего лишь на рукава вот от сих до сих вот этот элемент, потому как у нас росток еще прибавит ширину рукава, и плюс еще у нас, когда будет набран подрез, еще прибавится ширина рукава, поэтому на рукава я оставляю всего лишь вот этот вот элемент до вот этих дорожек. Вот еще вяжу 3 ряда ростка здесь, в эту сторону ряд, в эту сторону ряд и в эту сторону ряд, и перехожу к вязанию подрезов. То же самое, возможно, кому-то понадобится росток и больше, может быть, кто-то хочет более глубокий вырез горловины, или кому-то нужны более широкие рукава, или у кого-то присутствует небольшая сутулость на спине, поэтому росток тоже индивидуально нужно регулировать, тоже измеряйте себя. Вот. И ну, в среднем, в принципе, 5-7 сантиметров росток должен быть, не более того, взрослого человека. Если вы вяжете на ребенка, то, конечно, ну, 3-4 сантиметра он должен быть. В рядах здесь уже нужно смотреть, линеечку прикладываете и смотрите, сколько у вас получается в сантиметрах уже росток. После кругового ряда, который я вязала полностью столбиками с накидом, я еще провязала 4 ряда ростка обратно поворотными рядами. Вот, то есть после
вот этого лицевого ряда кругового у меня следующий был изнаночный, потом следующий опять лицевой, потом следующий изнаночный и четвертый, последний лицевой ряд. И вот этот лицевой ряд, который у меня вот здесь шишечки вверху, вот важно не перепутать, в нем уже дальше пойду я вязать подрезы и переходить на вязание переда. Вот у меня вот здесь будет рукав, вот от сих до сих, то есть вот этот столбик будет начало, вернее здесь конец спинки, и вот следующий столбик уже получается как бы начало рукава. Но здесь мы будем вязать это воздушными петлями, поэтому сейчас поймете. Вот мы, да, начали вязать этот лицевой ряд отсюда, провязали сюда, и теперь набираем 20, у меня в моем случае 20 петель подрезов. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, теперь накид. Вот этот элементик у нас на рукава, да? Вот я перепрыгиваю теперь. Вот он, этот первый столбик, вот который мы все вязали, вот эти 3 столбика, которые у нас тут по всей кокетке. Вот в первый столбик я вкалываюсь и делаю столбик с одним накидом. Так, вот у нас получается здесь рукав. И дальше я вяжу этими столбиками до следующего вот такого же, до следующей такой полоски перед элементом на рукаве. То есть вот эти вот 2 раппорта я вяжу по переду, плюс вот эти 3 столбика. И дальше тоже перепрыгиваю 20 воздушными петлями. То есть вот сейчас мы вяжем перед. Здесь должно быть такое же количество петель, как и на спинке. Единственное, здесь может быть число столбиков больше, чем на спинке, когда очень большая грудь. Поэтому можно прибавить столбиков, побольше связать, если необходимо. Но мне не нужно, поэтому я вяжу такое же количество столбиков, как и на спинке. Посчитайте обязательно. Вот получается, вот сейчас покажу примерно, что получается. Здесь такая петелька, это уже как бы пройма, да, у нас вывязывается, а здесь перед. В общем, довязываем до конца вот этой полосочки, вот здесь, и переходим к следующему подрезу. Сейчас вот я отключусь пока. Так, вот связала я перед. Вот он у меня здесь. Вот отсюда, от начала вот этой полоски и до конца вот этой полоски. То есть вот эти как бы обе полосочки из этих 3 столбиков у нас вошли как на спинке, в спинку, так и здесь вперед вошли. И вот в центре вот эти 2 раппорта наших цветочков. Теперь снова воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Набрали, берем и соединяем с 2 воздушной петлей подъема наш ряд. Завершен. Вот у нас получается, мы наметили рукава, мы наметили спинку нашу. У нас получилась в итоге вот такая конструкция. Вот складываем ровненько. Здесь у нас обозначился вырез горловинки. Вот он, не видно, вот она горловинка, да, вырез видно уже явно. Вот у нас рукавчики обозначились. Когда вы вот этот ряд свяжете, да, вы примерьте на себя, достаточно ли вам будет такой ширины рукава или недостаточно. Возможно, вам может быть, нужно будет меньше петель на подрезы набрать, может быть, больше. В общем, индивидуальная примерочка решит все вопросы.
Так вот, посчитайте еще раз количество петель на переде и на спинке, совпадает ли оно. Если не совпадает, то исправляем данный вариант. И теперь все последующие ряды будем вязать обратно поворотными рядами на необходимую длину изделия. То есть кокетка и подрезы и росток — это основное, а дальше пойдет обычное вязание по прямой, вернее не по прямой, а по кругу, обратно поворотными рядами на необходимую длину. Вот так мы в каждую петлю вкалываемся, и то есть следующий ряд у нас будет обратный, в обратном порядке. На лице он будет изнаночный, а на изнанке он будет лицевой. Вот. И вяжем нужную нам длину нашего джемпера. А может быть, у вас это будет не джемпер, может быть, у вас это будет платье. В общем, все. Основное вот это вот я по кокетке объяснила. Если кокетку вы свяжете, то все изделие, я считаю, у вас связано. Поэтому все. Думаю, что все было понятно. Мне кажется, я достаточно понятно объяснила. Если, конечно, будут какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Следующая часть видео выйдет на канале. Чтобы не пропустить, когда она выйдет, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну и все, до новых встреч на моем канале. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем пока-пока, увидимся.